Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светлана Лосева, и это канал о вязании. И сегодня я хотела бы вам предложить связать вот такой сильный джемпер с ажурным, таким выразительным узором. Отличительная ее особенность, конечно же, рукава летучая мышь. Видите, да? Вот такой вот нашла на просторах интернета красивый джемпер из иностранного журнала и решила, что мастер-класс нужно сделать. Таких джемперов с таким рукавчиком у меня вроде бы как на канале пока еще не было. Разработала я описание для этого джемпера интересного. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся. И вы никогда его больше не потеряете. И все свои расчеты, выкладки я сегодня с вами поделюсь, мои хорошие, поэтому смотрите видео до конца, думаю, будет много интересного. Как всегда в моем мастер-классе будет присутствовать выбор пряжи, спиц, мы с вами свяжем образец узора ажурного этого и рассмотрим все нюансы размещения узора по петельно расчетке я сделаю. Естественно, я расскажу про плотность, как ее определять. Мы с вами ее определим, расскажу, что такое вертикальная плотность и как ее применить конкретно в таком вот изделии с рукавом летучая мышь. Да? Там свои нюансы есть. То есть много-много интересного, увлекательного вас сегодня ждет в моем мастер-классе. Оставайтесь со мной, а сейчас я рассказываю вам выбор пряжи. Для вязания джемпера я выбрала пряжу Alize Lana Gold Fine Classics, турецкая пряжа, полушерстяная, 49% шерсти и 51 акрила. По расходу, шикарный расход, 100 грамм, 390 метров. Да? То есть нам где-то на 44-46 размер понадобится около 450, а то может быть и 400 грамм хватит. Так, ниточка хорошо скручена, очень приятно из нее вязать. Она ровно ложится в полотно. Вот смотрите, да, вот так выглядит у нас витиеватый узорчик. Узор тоже несложно вяжется. Здесь у меня в высоту 2 раппорта и в ширину 1 всего раппорт. Далее, смотрите, спицы использую 3,5. Абсолютно мягкое полотно, совсем не колется, не толстое, не тонкое получается. В самый раз. В общем, девочки, я довольна. Я этой пряжу уже давно рекомендую. В общем, мне нравится из нее вязать. Это бюджетная, хорошая пряжа, интересная. И, в общем-то, насколько я читала отзывы, все ее хвалят. Покупаю я эту пряжу в интернет-магазине Рукоделие Ростов-на-Дону. Да. И сейчас начинаем, конечно, со схемы. Схема узора выглядит таким образом. Как я уже говорила, журнал не русский, все на иностранном языке, но все равно все довольно понятно. Смотрите, у нас раппорт узор составляет 20 петель в ширину и 26 рядов в высоту. Но первый раз мы будем вязать с вами с первого ряда, а затем будем каждый раз повторяться с третьего ряда, с 3 по 26. А вот такая особенность данного узора. Не забываем об этом. Про условное обозначение, наверное, не буду сейчас вам занимать время видео. Я буду показывать, связать с вами каждый ряд, показывать, как это делать. И, естественно, вы поймете, что здесь за условное обозначение. Поэтому смотрим дальше. Выкройка. Выкройка вот так выглядит. Выкройка составлена, значит, на 44-46 размер. И, в общем-то, кому надо, делайте скрин, девочки. Выкройка очень важный элемент для нашего сегодняшнего мастер-класса, поскольку здесь будут стоять все размеры. Вы можете немножечко их откорректировать в ту или иную сторону. Да? Рост обязательно тоже откорректируйте.
В общем, все детальные вот эти расчеты будут сегодня в конце видео, когда мы свяжем с вами образец и рассчитаем плотность. Так, теперь что касается описания. Описание тоже буду кратко, поскольку это описание я всегда выкладываю под видео. Значит, пряжу вы посмотрели, размер я вам назвала 44-46, спицы 3,5, понадобится еще крючок. 3,5 или 3, или троечка можно, для обвязки выреза горловины. Для вязания спицы должны быть все-таки, девочки, гибкие, да, то есть потому что у нас там будет очень большое количество петель сразу участвовать. На простых прямых не уместится. Так, ну и про описание. Опять-таки, заострять внимание, ничего зачитывать я не стану, поскольку все это будет выложено под видео, да. И это очень долго рассказывать, что, как тут вся последовательность. Я вчера сидела, практически составляла все это, расчеты делала несколько часов, поэтому не имеет смысла сейчас загружать так видео ненужной вам информации. Так, она и так будет у меня вся выложена чуть позже, после образца связанного. Про сборку то же самое. Не забываем, что надо будет нам сшивать боковые и плечевые швы. Совмещаем там обязательно узор, да, чтобы все красиво, эстетично выглядело. Линию горловин, как я уже сказала, обвязываем крючком, а на круговых спицах по рукавчику вяжем планочку резиночкой 1 на 1. Так, ну и все, собственно. Все, что я хотела сказать. Плотность мы определяем с вами тоже в процессе нашего мастер-класса, после того, как свяжем образец. Я вам расскажу, зачем нужна вертикальная плотность, как мы ее, особенно в данном изделии с рукавами летучей мышь, ее особенность, как мы ее применяем, очень-очень важная информация. Итак, сейчас мы приступаем с вами к вязанию образца. Для образца я набрала 25 петель. 20 петель это раппорт, 3 петли для симметрии слева добавляем и 2 кромочные, 25 петель. И начинаем с вами вязать первый ряд. В схеме у нас идут указаны только лицевые ряды. Изнаночные мы будем вязать, как смотрят петли. И есть одна особенность. Там, где у нас сейчас будут с вами скрещенные лицевые, на этом месте в изнаночных рядах надо будет вязать изнаночные скрещенные. Первый ряд у нас с вами вяжем лицевая, лицевая и еще раз лицевая. 3 лицевые, изнаночная, лицевая, 3 изнаночные, скрещенная лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая, просто лицевая, скрещенная лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая, 2 изнаночные, так, 3 изнаночные, 3, не 2, девочки, 3 изнаночные, просто лицевая, изнаночная. На этом раппорт заканчивается и начинаются 3 петли за раппортом. Для симметрии это будут 3 лицевые. Кромочную вяжем изнаночной. Третий ряд. Смотрите, сейчас у нас сразу будет вот такой интересный элемент. Третью петлю мы накидываем на первые 2. Видите, да? Вот у нас будет 3 лицевые после кромочной. И вяжем их как лицевая, накид, лицевая. Вот такой узелок. Изнаночную вяжем. 2 вместе лицевой с наклоном влево. 2 изнаночные. Скрещенная лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая, накид, лицевая, накид, скрещенная лицевая, изнаночная, еще раз скрещенная лицевая, 2 изнаночные и 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я для этого буду менять местами петельки.
у меня вторая будет поверх первой накидываться. Я вяжу бабушкины петельки, поэтому я так делаю. 2 вместе лицевой с наклоном вправо провязали. Затем идет изнаночная и снова узелок. Третью петлю накидываем на первые 2, отпускаем и вяжем лицевая, накид, лицевая. Эти петельки у нас 3 петли будут вязаться за раппортом уже для симметрии. Связали, да? 4-й ряд вяжем, как смотрят петли. Там, где у нас скрещенные лицевые были, вяжутся скрещенные изнаночные. 3 лицевые. 1, 2, 3. Изнаночная. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Затем вяжем изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая, накид, 3 лицевые, накид, скрещенная лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная и 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Изнаночная, 3 лицевые за раппортом вяжем. Кромочная тоже изнаночная. Связали. Делаем узелок. 3-ю накидываем на первые 2. Лицевая, накид, лицевая. Провязываем. Дальше идут изнаночная. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Скрещенная лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая, накид, изнаночная, лицевая. Девочки, узелок. Узелок. Накидываем 3-ю на первые 2, вяжем как лицевая, накид, лицевая. Опять идет изнаночная, накид, скрещенная лицевая, изнаночная, опять скрещенная лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Далее идет изнаночная и узелок. Накидываем 3-ю на первые 2, вяжем лицевая, накид, лицевая. Это были 3 петли за раппортом. 9-й ряд. 3 лицевые, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, скрещенная лицевая, накид, скрещенная лицевая, изнаночная, 3 лицевые, изнаночная, скрещенная лицевая, накид, скрещенная лицевая, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, изнаночная, это был раппорт, и за раппортом вяжем 3 лицевые, кромочная, изнаночная. 11-й ряд вяжем. Делаем узелок. 3-ю накидываем на первые 2, вяжем лицевая, накид, лицевая. Затем идет изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном влево, скрещенная лицевая, накид, изнаночная, снова скрещенная лицевая, изнаночная, узелок, изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная, накид, скрещенная лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, изнаночная, и на этом раппорт заканчивается, вяжется для симметрии узелок на 3 петельках. Связали. 13-й ряд. Вяжем лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном влево,
накид, 2 изнаночные, скрещенная лицевая, изнаночная, 3 лицевые, изнаночная, скрещенная лицевая, 2 изнаночные, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, кромочная тоже изнаночная. 15 ряд. Лицевая, накид, лицевая, скрещенная лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая, 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, изнаночная, узелок. Вяжем на 3 петельках. Далее вяжем изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 изнаночные, скрещенная лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая, просто лицевая. Эти 3 петли мы вяжем, да, за раппортом, не забываем об этом. Накид, лицевая и кромочная изнаночная. 17 ряд вяжем. 3 лицевые, накид, скрещенная лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, изнаночная, 3 лицевые, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая, накид, связали раппорт, да, и 3 петли лицевые за раппортом. Связали. 19 ряд. Узелок вяжем на 3 петельках. Начинаем вязать изнаночная, накид, скрещенная лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, изнаночная, узелок на 3 петельках, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном влево, скрещенная лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая, накид, изнаночная, узелок за раппортом на 3 петельках и кромочная. Связали 19 ряд. 21 ряд. Вяжем 3 лицевые, изнаночная, скрещенная лицевая, накид и еще одна скрещенная лицевая. Дальше вяжем изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, изнаночная, 3 лицевые, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, скрещенная лицевая, накид, скрещенная лицевая, изнаночная. Связали раппорт, 3 петли лицевые за раппортом вяжем, кромочная, изнаночная. 23 ряд. Вяжем узелочек на 3 петельках. 3 накидываем на первые 2, вяжем лицевая, накид, лицевая.
изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная, накид, скрещенная лицевая. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Изнаночная. Узелок на 3 петельках. Вяжем лицевая, накид, лицевая, изнаночная. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Скрещенная лицевая, накид, изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная и узелок. За раппортом уже вяжется для симметрии, да? Лицевая, накид, лицевая. Кромочная вяжем изнаночная. Вяжем 25 ряд. 3 лицевые, изнаночная, скрещенная лицевая, 2 изнаночные, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 изнаночные, скрещенная лицевая, изнаночная. Раппорт провязали, за раппортом 3 лицевые. 26 ряд вяжем, как смотрят петли. Не забываем про то, что там, где были скрещенные лицевые, вяжется скрещенная изнаночная в изнаночном ряду. Раппорт узора теперь мы будем с вами повторять с 3 ряда по 26, да? То есть один ряд мы вяжем с 1 по 26, а затем повтор идет с 3 по 26 ряд. Сейчас наша задача сделать влажную тепловую обработку образца. Горячим паром я обдаю наш образец. Он становится мягким, податливым. Тянем его в разные стороны энергично, да? Пусть он у нас так. И оставляем его вот в таком расправленном виде сушиться. Еще раз. Он обязательно примет свою форму, войдет, как говорится, полотно. Сейчас после сушки это будет очевидно. Итак, будем сейчас с вами делать измерения нашего образца. И, в общем-то, делаем, вначале измеряем ширину, потом высоту. Ширина образца 14,5 сантиметров. Мы набирали 25 петель, да? Давайте 25 делим на 14,5. Получаем 1,7. Запишем, девочки. В 1 сантиметре 1,7 петель. Так, теперь высота. Высота узора у нас получилось 18 сантиметров. У меня 50 рядов мы поделим на 18 сантиметров измеренных и получим 2,77. Если будем округлять, то, скорее всего, давайте напишем, будет правильнее 2,75, более точно. Вот таким образом я поступлю. Я пишу, что в 1 сантиметре 2,75 ряда умещается. Так, сейчас наша задача по выкройке составить описание. Итак, у нас с вами вот такая выкройка с рукавчиком летучая мышь. И наша задача сейчас сделать расчет попетельный, сколько, где, чего прибавлять, убавлять, набирать, да? Итак, начинаем со спинки. Вот эта спинка, вырез горловины у нее нет, да, просто прямая линия. И ширина у нас, значит, 21 сантиметр. По низу набирать будем, планочка у нас будет присутствовать.
на резиночкой 1 на 1 6 сантиметров в высоту. Вот. И для 44-46 размера ширина будет спинки и переда 50 сантиметров. Поэтому мы с вами вот таким образом делаем. 50 сантиметров умножаем на нашу плотность, помните, мы считали, по горизонтали 1,7. Получается 85 петель, да? Давайте запишем 85 петель. Размер 44-46, 85 петель. Теперь наша задача распределить узоры красиво. Смотрим на нашу схему. Помните, 20 петель раппорт в ширину составляет. Вот это число 85 делим на число петель в раппорте 20. Получается, у нас будет использоваться в узоре 4 полных раппорта. Как всегда, схематично я рисую, как это выглядит. Представьте, что это ваш наборный ряд, да, и вот вы 4 раппорта по 20 петель у вас. 20, 20, 20, 20. Одна кромочная справа обязательно добавляется, одна кромочная слева, да? И как помните, по схеме у нас с вами для симметрии использовались еще 3 петли. Вот они. Слева. Поэтому здесь мы сделаем то же самое. Слева добавим еще 3 петли по схеме узора. И итого считаем, сколько петелек у нас получилось. 4 раппорта по 20. Это будет 80 петель, устно считаю, да? 80 плюс 2 кромочные и плюс 3 петли для симметрии. Вот наши искомые 85 петель. Все с этим понятно, да? Так распределяем узорчики. Что касается других размеров, предположим, у вас не 50 сантиметров, а предположим, ну, на размер 48, обычно где-то 55 сантиметров, да? Ну вот, допустим, у вас 55 сантиметров, давайте 55 умножить на 1,7 плотность, 93 петли, скажем так, да? Сколько петель будем набирать, как распределим узорчики? 93 также делим на 20, да? Получается те же искомые 4 раппорта. То есть, девочки, смотрите, берем те же 85 петель, которые вот использовались для меньшего размера. Из 93 отнимаем 85 использованных. Получится 8 петель надо добавить для большего размера, 48-го. Значит, рекомендую распределить их справа и слева симметрично. По 4 петли добавить вот к нашему этому наборному ряду, да? То есть плюс 4 петли, плюс 4 петли. И сделать их, например, либо изнаночными, девочки, либо лицевыми. На ваше усмотрение. Я бы, наверное, больше сделала изнаночные. Ну и лицевая гладь будет тоже в тему. Хотя, мне кажется, изнаночная будет поинтереснее смотреться. У нас здесь, видите, ее часто, она тут часто используется, изнаночная петелька. Так что вот таким образом можно выйти из ситуации. Теперь, что касается дальнейшего нашего вязания. Сейчас я обращу ваше внимание на вот эти цифры по вертикали. Да? Смотрите, будем вязать с вами высоту до рукава 29 сантиметров. Переводим это сразу в ряды, девочки. Помните, плотность по вертикали составляет 1 сантиметр, в 1 сантиметре 2,75. Да? Вот 29 сантиметров по вертикали умножить на 2,75, это будет 80 рядов. Вот я написала 80 рядов. Да? То есть все вот эти наши прибавки сейчас будут идти на высоту 80 рядов. И рукав окончательно у нас будет прибавление вот здесь большие. Это будет 80 рядов. Да? Дальше, что я хотела еще подчеркнуть. Ширина рукава будет составлять 10 сантиметров. Также в ряды переводим. 10 сантиметров умножить на 2,75. Это будет 27, ну, грубо говоря, 28 рядов. Да?
И также скос по рукаву мы будем делать на высоту 12 сантиметров. И поэтому я уже посчитала, это будет 33 ряда. Вот это вы должны сделать для своего размера, если будете не по моему размеру у вас будет описание, а по большему. Так, дальше. Теперь необходимо нам с вами определиться с петлями по горизонтали, да, то есть вот вырез горловины, длина рукава у нас здесь присутствуют вот эти цифры. Вот смотрите, вырез горловины составляет 21 сантиметр по выкройке. Давайте с вами 21 умножим на плотность по горизонтали 1,7. Это будет 30, округляем, 36 петель, да? Но я вам сразу скажу, я уже вначале тоже писала 36, потом более детальные сделала расчеты, получилось 37 петель у меня здесь. Иначе не получается, должно быть нечетное число, но можно, конечно, сделать 35 петель, но я посчитала, что пошире лучше. Так, потому что все-таки размерчик потом кто-то будет увеличивать, возможно, этот размер. Пусть будет 37, девочки. А если у вас будет побольше размер, автоматически увеличивайте, делайте 39, да, петель. Так, и длина от выреза горловины до конца, то есть вот планку мы 6,5 пока не учитываем, вот до этой черточки, да, длина по ажурному узору будет, сейчас я вам скажу, какая. Для этого мы 52 сантиметра по выкройке умножаем на нашу плотность по горизонтали 1,7. Это будет, девочки, 88 петель. 88. И я вам сразу скажу, что по расчету у меня, видите, на горловину ушло побольше, чем по выкройке, поэтому 87 у меня тоже нечетное число я записала. 87 петель. Вот таким образом распределились узоры. И теперь, смотрите, считаем общее число петель, которое у нас будет при размахе вот обоих рукавов, да, то есть вы понимаете, мы вяжем снизу и затем симметрично и равномерно делаем прибавки и справа, и слева, да, конечно же, вязать надо это изделие на гибких спицах, да, потому что здесь понадобится много прибавок. Так, и поэтому, смотрите, общее число петель, то есть вот до этой отметки, потому что планка будет привязываться потом позже в процессе сборки, планка рукавов. Вот до этой черточки у нас должно быть с вами вот в этом размахе, знаете, сколько петель? Считаем. 87, горловина 37 и еще один рукав 87. Складываем. 37 плюс 87 и плюс 87. Вот 211 петелек у нас должно быть на спицах вот здесь, вот в этих двух точках. Да? Вот между ними 211 петель должно быть. По нашей плотности считаем. Да? Теперь как сделать вот этот скругленный такой прибавочный прибавки, вот эти скругленные. Об этом я сегодня не смогу вам рассказать. Это очень долго рассказывать. Я это все детально считала, девочки. Как это скругление сделать красиво, чтобы это было. И все это будет описание у меня уже в готовом виде под видео выложено, да, то есть сколько петелек у меня прибавлялось. Скажу вам честно, что от планки низа у меня вначале прибавилось 8 петель, да, а потом вот в этой части скругления и до самого рукава я еще прибавила 55 петель, да. Итого у меня прибавлялось 63 петли. Вот таким образом. И считала я это вот следующим образом. Смотрите, 211 общее количество петель отнимала те петли, которые начинала вязать в начале. И получалось у меня число 126 петель, которые я делила на 2. И получалось симметрично. С правой стороны и с левой стороны по 63 петли мне надо было прибавить вот в этом месте скругления рукава. И здесь, и здесь. А попетельно расписала я все эти прибавки, через сколько рядов и как, с учетом вот этих вот рядов, которые мы с вами тоже считали, 80 рядов, да. Это я все, значит, на высоту 80 рядов я распределила прибавочные 63 петли. И все это у меня будет изложено в описании под видео. Так,
Дальше, смотрите, набрали мы с вами это нужное количество 211 петель и вяжем высоту 28 рядов. Вот это количество узором, да, то есть шов у нас будет вот здесь. При сшивании обязательно совмещайте узоры. То есть отдельно вяжется спинка, отдельно вяжется перед, а потом вот здесь красиво все это сшивается по узору. Смотрится хорошо, вы же видели на картинке. Интересно смотрится. Так. После того, как вы свяжете высоту без изменения 28 рядов на 211 петельках, вам нужно будет делать скос рукава справа и слева симметрично. И вот здесь я тоже, значит, расписала, как его делать. Смотрите, формируем линию плеча. Каким образом? Значит, это 33 ряда, как вы видите, да, то есть вот эти 12 сантиметров высоты я умножила на нашу плотность. 12 умножить на плотность по вертикали 2,75, у меня получается 33 ряда, да? Как делать убавки? Удобно делать в каждом втором ряду, да, убавки. Вот я эти 33 ряда поделила на 2, вот, и, значит, 87 петель мне надо убавить. Значит, на 2 поделила 16, получилось у меня рядов. То есть я должна буду делать убавки. 16 штук будет у меня убавок. 16 штук. Объяснила как, да, в каждом втором ряду. Вот. Поскольку петель? Для этого наши вот эти вот петли 87 я делю на 16 рядов. То есть в каждом втором 16 рядов. 87 делим на 16 рядов. Будет всего убавок 16 раз. Вот у меня такая цифра получается. Ну, 5,5, да? Как я здесь решила выйти из ситуации? Предлагаю убавочки делать с частотой 8 раз по 5 петелек, да? И затем 7 раз по 6 петелек, да? Понимаете, почему? То есть не 5, не 6. И вот таким образом такая частота убавок у нас будет. И в итоге у нас с вами получится. Смотрите, первый раз мы убавим 5 петелек. Вот здесь справа и слева начинаем убавки делать. Первый раз убавили 5 петелек. Пока затрагиваю одну сторону. Потом просуммируем, получится двойная, да, величина. Справа, вот предположим, делаю 5 петелек, убавили, да. А затем в каждом втором ряду будем делать 8 раз по 5 и 7 раз по 6. Итого получается 8 плюс 40 петелек убавили. И плюс, когда 6 по 7 петель, вернее 7 раз по 6 петель, это будет 42. Плюс 42, да? Получается, девочки, вот они, вот мы с вами все и убавили. 87 петелек. И здесь остаются плечи, вырезы горловины по спинке, и мы их закрываем одним рядом сразу, все 37 петель. Все. То есть сделали симметрично здесь убавки, и пришли вот к этой цифре. 37 петель осталось, и мы их тоже окончательно закрыли, повторю, на определенной высоте. Какая высота будет? Давайте посчитаем. Смотрите. 29 сантиметров плюс 10 и плюс 12. Ну, я тут уже вот расписала, смотрите. 80, да, плюс 28 рядов и плюс 33 ряда. Посчитаем, сколько это будет окончательная высота изделия. 80 плюс 28 и плюс 33. 141 ряд, девочки. Скорее всего, 140 рядов. Скорее всего, 140. Ну, 141, 140 рядов. Вот так получается. Так, с этим все понятно, да? Так, про перед. Он будет вязаться точно так же, как и спинка. Единственное только на высоте 47 сантиметров. В рядах тоже переводим. 47 это я вот 4 глубина. Видите, вырез горловины составляет 4. То есть из нашей общей высоты 51, вот я считала, общая высота, складывала без планки. Без планки 51, да? С планкой будет 57, получается, высота. Кстати, регулируйте высоту под себя. Рост у нас у всех разный, да? И вот на 51, из 51 отнять 47 сантиметров,
отнять 4, будет 47 сантиметров. Это будет у нас глубина такая. Вот. И на высоте 47 сантиметров, сейчас скажу, какой-то ряд будет, 47 умножить на 2, 75. Это плотность по вертикали, да. Это будет, девочки, 129 ряд. Начинаем формировать вырез горловины. Обе половины вяжем раздельно. То есть, как всегда, мы вяжем вначале одну половину, потом переходим на другую, да. И закрываем средние петли по вырезу горловины. И затем для скругления тоже закрываем, я распишу это в описании, определенное количество петель, да. И при этом одновременно вяжем скос рукава, да. И в одной точке соединяемся. Закрываем остаток петель. Все, мои хорошие, вот на этом все у нас и заканчивается вязание. Остается только сшить изделие по плечам, по боку, да, вот эти боковые линии сшить, аккуратно совместить узоры у плеча и рукава и обвязать планочку тоже на круговых спицах резинкой резинкой приблизительно 6,5 сантиметров в высоту. Резинка 1 на 1 везде используется и по низу, и по рукаву. По вырезу горловины обвязываем крючком, рачьим шагом можно обычным столбиком без накида связать. Рачий шаг — это значит, столбики вяжутся слева направо, да, а обычно мы вяжем справа налево, да, столбики без накида. Так, ну и все, мои хорошие, собственно, вот я вам расклад такой рассказала по петельной. Все описание выложу более детальное под видео. Думаю, у вас не будет особых вопросов. Вот эти цифры регулируйте тоже. И по аналогии со мной пересчитывайте на свой размерчик. Это будет несложно сделать. Здесь простые арифметические действия. Если что-то не поняли, пересмотрите еще раз видео. Думаю, что поймете. Так, ну и все, мои хорошие. До новых встреч. Я с вами не прощаюсь. Остаемся на связи.